Всем привет! Вы на канале Вернита Вязание. Сегодня мастер-класс по полосатому котику. Котик вяжется спицами. Для этого нам понадобятся чулочные спицы 2 мм. Дальше нам понадобится два вида пряжи. Первый вид это Yarn Art Mink белого цвета и серого. Серый идет оттенок 335, белый оттенок идет 330. И второй вид пряжи это Alize Baby Soft. Также нам понадобятся глаза. Я буду использовать 13 мм в диаметре, можно 12 мм, какие у вас есть. Нам понадобится нос. Я пока выбрала вот два варианта. По ходу вязания я уже посмотрю, какой будет лучше смотреться. Примерно вот в ширину от 2,5 до 3 сантиметров можно брать носик. Также нам понадобится наполнитель. Я использую вот такой вот. Приступим к вязанию. Начнем вязание с головы. Возьмем пряжу Alize Baby Soft. На 3 спицы нужно набрать 9 петель и распределить по 3 петли на каждую спицу. Нужно от ниточки оставить кончик подлиннее, он нам потом пригодится. И берем первую спицу и набираем 3 петли. 1, 2, 3. Берем вторую спицу и набираем еще 3 петли. 1, 2, 3. Берем третью спицу и еще 3 набираем. Далее завязываем в конце узел. Соединяем вязание в круг. Берем четвертую спицу и провязываем первый ряд лицевыми. Вяжем второй ряд. Продолжаем вязать лицевыми по кругу, только во втором ряду будем делать прибавки. Итак, сначала на первой спице мы провязываем 3 петли лицевыми. 1, 2, 3. И в конце делаем прибавку. Прибавку я делаю, вот накидываю такую петельку. На спице 4 петли. Переходим на вторую. На второй спице в начале делаем прибавку. Далее провязываем 3 лицевые. В конце делаем прибавку. На спице получается 5 петель. Переходим на третью спицу. В начале делаем одну прибавку. Провязываем 3 лицевые. 1, 2, 3. На спице 4 петли. Общее количество петель получается у нас уже 13. И следующий третий ряд провязываем просто лицевыми. Следующий четвертый ряд и все четные ряды делаем прибавки, как во втором ряду. Еще раз объясню. На первой спице мы прибавляем 1 петлю в конце, на второй спице в начале прибавляем и в конце прибавляем. И на третьей спице мы прибавляем в начале. Всего должно быть прибавлено 4 петли. И так повторяем в четных рядах. Нечетные ряды мы провязываем по кругу лицевыми, без прибавок. Нужно связать 25 рядов. Итак, я провязала 25 рядов. Всего на спицах 57 петель. Вот такой треугольничек должен получиться. И теперь там, где у нас вторая спица, где больше всего петель, нужно повесить маркеры, отсчитав с одной стороны 10 петель и с другой стороны 10 петель. Посередине будет 7 петель. Дальше с изнаночной стороны, там где начинается первый маркер, у нас нужно прикрепить уже другую пряжу, вот такую белую, привязываем с изнаночной стороны. Все, пряжу я привязала. Теперь вернемся к началу нашего вязания, к первой спице. И вяжем лицевыми до первого маркера.
Вяжем первой пряжей. Итак, я дошла до маркера. Теперь меняем пряжу на вторую. Вот так я их перехлестнула, две пряжи. И продолжаем вязать вот этой второй пушистой пряжей. 7 петель надо связать лицевыми. Провязываем. Все, провязали. Теперь возвращаемся к другой пряже, к первой. И протягиваем ее до следующей спицы, но не туго. И продолжаем вязать уже по кругу снова первой пряжей лицевыми. Вот, смотрите, чтобы здесь с изнаночной стороны не было сильно стянуто. Так мы провязываем по кругу до первого маркера. Так, я дошла до первого маркера и снова меняем нашу пряжу на вторую. Так как она у нас закончилась здесь, тоже нужно так вот ее протянуть, не утягивая. Здесь мы перехлестнули ее с первой пряжей и провязываем снова 7 петель вот этой пушистой пряжей. До маркера. Все, вот провязали мы. Возвращаемся к первой пряже. Также ее не утягиваем. И продолжаем вязать снова лицевыми до первого маркера. Итак, я дошла до маркера. И с изнаночной стороны нужно привязать теперь серую нить. Также ее перехлестнуть с первой белой. И теперь мы провяжем эти 7 петель серой нитью. Также лицевыми провязываем. Все, провязали 7 петель. Дальше мы берем первую нашу пряжу. Ее желательно также перехлестнуть. Вот я перехлестнула с двумя нитками, белой и серой. И продолжим вязание этой пряжей до первого маркера. Вяжем лицевыми. Так, я дошла до первого маркера, но не довязала 2 петель. Эти 2 петли мы будем сейчас уже вязать серыми. То есть берем серую пряжу и провязываем 2 петли серой. Переходим уже к нашим петелькам 7 и их провязываем тоже серой пряжей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И захватываем 2 петли с другой спицей. 1, 2. Далее берем снова белую нить первую и вяжем 8 петель вот с этой спицы лицевыми. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Далее переходим на другую спицу и петли этой спицы мы закрываем. Провязываем как 2 вместе лицевой. Перекидываем вот эту петельку на левую спицу. И ее с другой петлей провязываем 2 вместе. И так повторяем, закрывая петли с этой спицы. Итак, я закрыла все петли. Осталась у меня одна петля. Я также ее возвращаю на левую спицу и провязываю 2 вместе лицевой.
Теперь с одной стороны у нас 8 белых осталось петель, и с другой стороны 8 белых петель. Вязать теперь мы будем поворотными рядами, туда-обратно, в лицевых рядах лицевыми, в изнаночных изнаночными. Итак, берем нашу белую первую пряжу, провязываем ей лицевыми петельки, не довязывая двух последних. Вот две последние белые у нас остались. Мы берем белую пушистую пряжу, так, перехлестнули ее. И теперь вяжем белой пушистой пряжей. Сначала 2 белых петли. Я для удобства сейчас перейду вообще на 2 спицы. Там, где у нас серые, провязываем тоже белыми. Провязали серую часть и еще 2 белых провязываем. Раз, два. Оставшие петли провязываем первой пряжей, то есть возвращаем ее сюда, протягиваем, не утягиваем ее, перехлестнули с белой пряжей и вяжем лицевыми. Вот так должно получиться. Итак, я сняла маркер, они нам уже не нужны. На данной спице у нас получается 27 петель. Теперь поворачиваем на изнаночную сторону и будем вязать изнаночный ряд. Первый провязываю изнаночный. Вторая изнаночная, третья и четвертая. Теперь мы берем белую пушистую пряжу, перехлестнули ее с белой и 2 белых петли провязываем 2 изнаночные и дальше вяжем этой пряжей изнаночными. Итак, отсчитываем здесь 1, 2, 3, 4 петли, вставляем их, и вот эти 2 мы провязываем еще вот этой пушистой. Теперь возвращаем первую белую пряжу, перехлестнули ее. И оставшиеся провязываем изнаночными. Все, перевернули на лицевую сторону. Теперь нужно будет белую ниточку отрезать и связать ее с другой белой пушистой. Теперь у нас в работе 2 пряжи, белая и серая. Ими мы будем вывязывать полоски нашему коту. Провязываем 4 ряда белых и 4 ряда серых. То есть чередуем 4 белых, 4 серых. Итак, 2 белых мы ряда уже провязали. Дальше провязываем ряд лицевой белой пряжей. И с изнаночной стороны потом провязываем еще ряд изнаночный, тоже белой пряжей. Итак, вот я закончила провязывать 2 ряда, 1 лицевой, 1 изнаночный. Теперь берем серую нить, перехлестнули ее с белой и вяжем теперь серой нитью 4 ряда. Сначала лицевой провязываем. Потом переворачиваем на изнаночную сторону, провязываем изнаночный ряд. Потом снова еще ряд лицевой и еще ряд изнаночных. 4 ряда. Так, я провязала 4 ряда серой пряжи. Далее берем снова белую пряжу.
И в следующем ряду делать будем убавки с двух сторон по одной петле в лицевом ряду. Первую мы провязываем лицевой, а дальше провязываем 2 вместе лицевой, делаю убавку. Далее вяжем все петли лицевыми. Не довязывать 3 последних. Так, вот остались у нас 3 петли. Провязываем 2 вместе лицевой и последний просто лицевой. То есть мы сделали с одной стороны убавку и с другой стороны. Итак, продолжаем вязать 4 ряда белого и 4 ряда серого, и делая в каждом лицевом ряду вот по такой убавке. Итак, я провязала белую полосу и серую. В 4 лицевых рядах сделала убавки по одной петли с 2 сторон. Всего убавилось 8 петель. На спице сейчас 19 петель. Следующую полоску белую из 4 рядов вяжем просто лицевыми. Так, я провязала еще полоску белую. Теперь у нас вот передняя часть нашей мордочки готова. Дальше мы будем вязать заднюю часть, тоже полосатую, до белой части, вот до этой. Но нам нужно сделать теперь прибавки. То есть мы здесь убавили 8 петель. Теперь эти 8 петель нужно прибавить по одной петле в каждом лицевом ряду в 4 рядах. Так, теперь мы берем серую нить. Первую петлю мы провязываем лицевой. И дальше делаем одну прибавку. Прибавили. Следующую вяжем просто лицевыми, не довязывая последнюю петлю. Так, вот осталась у нас одна петля. Перед ней мы делаем еще одну прибавку. Все, прибавили. В изнаночном ряду мы провязываем просто изнаночными. В следующем лицевом ряду делаем еще раз так прибавку. И потом меняем на белую нить. И где белая нить, в 2 лицевых рядах еще сделаем такие прибавки. То есть всего на спице должно быть 27 петель потом. Итак, я провязала 2 полоски, серая и белая. Сделала прибавки. На спицах у меня теперь 27 петель. И дальше продолжаем вязать полосками, чередуя белую и серую. Заднюю часть провязываем до вот этой белой части. Прибавок и убавок уже делать не нужно, просто по прямой поворотными рядами вяжем. Итак, я провязала по прямой еще полосы до белой части. В итоге, если посчитать, у меня выходит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 серых полосок, и заканчиваю белой полоской. Петли, которые у нас остались на спице, нужно будет закрыть. Закрывайте любым удобным способом. Я закрываю так. Первую я снимаю, дальше провязываю лицевую и протягиваю через петлю на правой спице. Снова провязываю лицевую и протягиваю через петлю на правой спице. И так со всеми петельками. Так, петли я закрыла. Вот такая у нас деталь головы получилась. Там, где у нас было начало. Если у вас осталось вот такое вот отверстие от начала вязания, нужно взять крючок и с помощью оставшейся нити от наборного края обойти по кругу и затянуть это отверстие. Если, конечно, у вас плотно все связано, то, в принципе, ниточку просто убирайте вовнутрь. Теперь мы эту голову пока отложим и приступим к вязанию ушек. Ушко будет состоять из 2 частей. Одну часть мы белую вяжем, вторую часть полосатую вяжем. Вяжутся они одинаково, поэтому я на примере полосатой части вам покажу, как связать один вот такой вот треугольничек. Вот, а остальные уже аналогично будете вязать. Итак, берем белую пушистую пряжу и на спицу нужно набрать 14 петель. Набираем. Набрали, делаем здесь узелок,
Первый ряд вяжем лицевыми. Первую мы снимаем и дальше провязываем лицевой. И вяжем лицевыми до конца ряда. Последний я провязываю лицевой. Далее поворачиваем на изнаночную сторону и с изнаночной стороны вяжем изнаночными. Последнюю я провязываю изнаночной. Поворачиваем на лицевую сторону, провязываем еще ряд лицевой и дальше с изнаночной стороны еще ряд изнаночных провязываем. То есть у нас нужно, чтобы было 4 ряда из белой пряжи. Далее присоединяем серую нить, и 5-й ряд у нас будет уже идти из серой нити. То есть мы соблюдаем полоски, как мы вязали в голове. То есть 4 ряда белых, 4 ряда серых. Итак, в 5-м ряду мы уже будем делать убавки. Первый мы снимаем, дальше мы провязываем 2 вместе лицевой. Делаем первую убавку в начале. Провязали. Следующие петли вяжем лицевыми, не довязывая 3 последних. Осталось 3 петли. Следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой. Делали вторую убавку в конце. Следующая петля лицевая. Изнаночный ряд провязываем изнаночными. После изнаночного ряда следующий 7-й ряд вяжем лицевыми, первую снимаем и снова повторяем убавку, провязывая 2 вместе лицевой. Дальше вяжем лицевыми, не довязывая 3 последних. Вот осталось 3 петли, провязываем 2 вместе лицевой, следующая убавка, и в конце лицевая. Поворачиваем на изнаночную сторону, провязываем изнаночными. 4 ряда серой пряжи провязали, меняем на белую. Первую петлю желательно провязать, не снимать, а провязываем ее лицевой. Дальше снова делаем убавку, провязывая 2 вместе лицевой. Продолжаем вязать лицевыми, не доходя 3 последних. Вот 3 петли осталось, 2 провязываем, 2 вместе лицевой, еще одна убавка и последняя лицевая. С изнаночной стороны провязываем изнаночными. Переходим на лицевую сторону, провязываем лицевыми, первая лицевая, снова убавка, 2 вместе лицевой, далее лицевые, не доходя 3 последних, провязываем 2 вместе лицевой и последняя лицевая. Переворачиваем на изнаночную сторону, здесь провязываем изнаночными. После переходим на лицевую сторону и берем уже снова серую нить. Как мы 4 ряда белые уже провязали, и повторяем в лицевом ряду также убавки. Первая лицевая, дальше 2 вместе лицевой, следующие 2 вместе лицевой и последняя лицевая. На спицах у нас 4 петли. Поворачиваем вязание, здесь провязываем изнаночными. Первую снимаем, дальше вяжем 4 изнаночных. Поворачиваем на лицевую сторону. Первую провязываем лицевой, дальше 2 вместе лицевой и последняя лицевая. На спице 3 петли остается. Поворачиваем на изнаночную сторону и провязываем все эти 3 петли 3 вместе изнаночной. Здесь мы уже отрезаем серую нить и через петлю ее протягиваем и делаем утяжку такую, утянули. Все, вот такой треугольничек у нас получился. Вот, аналогично вяжется второе ушко и белая часть к ушку по такой же схеме вывязывается. Решил вам показать, как сшить ушко. Нужно сложить 2 детали изнаночной стороной с изнаночной и шить по лицевой стороне. Взять обычную белую нить в одну нитку,
Так как ее не видно, потому что пряжа пушистая, можно с лицевой стороны пришивать. Потому что я пробовала сшивать с изнаночной стороны, выворачивать потом на лицевую. И ушко, коробилось, не очень красиво получалось. Поэтому обычными стежками просто пришиваем одну деталь к другой с лицевой стороны. Вот такое должно получиться ушко. Вот. Приступаем к сборке головы. Выворачиваем на изнаночную сторону нашу голову. Берем нить с иголкой. Прикладываем, можно иголочками закрепить, да? Прикладываем вот к белой части нашу полосатую часть. Вот, сложили. Оставляем здесь небольшой промежуток, это для ушек, мы их потом пришьем. И примерно вот отсюда начинайте сшивать с изнаночной стороны нашу белую часть с полосатой. Вот так вот мы идем по кругу, ее сшиваем, 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 сшиваем. И доходим до следующего ушка и оставляем тоже здесь отверстие, примерно где-то тут сантиметров 2,5-3. То есть, чтобы у нас было с двух сторон 2 отверстия, чтобы нам в последующем, во-первых, вывернуть эту голову, вставить глаза, нос и в дальнейшем уже ее сформировать. Вот так должно получиться. Я уже вывернула на лицевую сторону, то есть вот он идет шовчик. Вот так вот выглядит голова пока. Теперь нам нужно будет вставить вот сюда глаза, в белую часть, носик. Я сейчас покажу. И наполнить наполнителем. Итак, берем глаза, вставляем их в белую полосочку посередине. Один глаз и второй. При помощи заглушки с изнаночной стороны их закрепляем. Все, и также второе закрепляем глаз. Носик я буду вставлять чуть попозже. Для начала набьем вот эту часть наполнителем. Я наполнила вот эту часть наполнителем. И теперь вот так вот руками нужно сформировать мордочку. То есть вот так вот мы ее потом будем сшивать. И примерно определить, куда вы хотите вставить нос. Я вот думаю, что вот сюда он у меня будет прикреплен. Вот. То есть вот все, определили точку, и потом можно даже вытащить наполнитель, если вам неудобно, можно и с ним. Вставляете носик и закрепляете. Итак, я присоединила нос нашему котику, набила еще сильнее голову. Вот так она должна выглядеть, здесь должно плоско быть. Сразу, когда набиваете, формируйте ему мордочку вот так вот. Здесь вот должно быть кругленько. Дальше берем наши ушки. Вот так вот их складываем, вставляем в наши отверстия, которые оставались. И по лицевой стороне при помощи иголки с ниткой мы их пришиваем. Тут вот должна быть небольшая ямка. Вот. И пришиваем с одной стороны и с другой стороны также. И потом будем с вами формировать мордочку нашего котика. Ушки коту я пришила. Теперь нам нужно сформировать нашу мордочку. Для этого нужно взять иголку с белой нитью. Нить обязательно поплотнее взять. Так, вставляем иголку сзади головы и выводим вот сюда, в серединку, где у нас прям начало вязания было, вот в эту пимпочку мы вставляем. И выводим. Теперь зажимаем вот так вот нашу мордочку и выводим иголку вверх и подтягиваем. Теперь вставляем иголку и выводим ее чуть-чуть левее под мордочку. Тоже подтягиваем и назад выводим ее вверх. Теперь берем иголку и выводим ее вот от одного глаза ко второму. Вот так вот. Вывели. И теперь вниз.
Еще раз снизу вверх в это же место. И снова вниз выводим. Из низа выводим вот сюда. Все, и здесь ниточку обрезаем. И еще в дополнение к нашей мордочке я котику решила добавить вот такой язычок. Я вырезала его из фетра и вот сюда пришила. И добавила вот такую еще полосочку разделительную в нашей мордочке, привязав белую нить, и сделала 2 стежка. Вот, теперь нашу мордочку у кота полноценно готова. Дальше приступим к вязанию туловища. Вяжем туловище. Белой пряжей набираем на 3 спицы 18 петель, по 6 петель на каждую спицу. Далее замыкаем вязание в круг и вяжем по кругу лицевыми 4 ряда белой пряжи. После присоединяем серую пряжу и в этом ряду будем делать прибавки. Провязывая 2 лицевые, 1, 2, прибавка. И чередуем 2 лицевые, 1, 2, прибавка. 2 лицевые, прибавка. И так на 2 и 3 спице до конца ряда делаем прибавки. Далее продолжим вязать 3 ряда серой пряжи без прибавок и убавок по кругу лицевыми. После серой полоски переходим на белую, вяжем на первой спице лицевыми белой пряжей, провязываем все петли лицевыми. На второй спице будем делать прибавки. Провязали 9 петель, переходим на вторую спицу и теперь через одну петлю будем делать прибавку. Получается 1 петля лицевая, далее прибавка, лицевая, прибавили, лицевая, прибавили, лицевая, прибавили, лицевая, прибавили. Так, все петли со второй спицы. Последняя лицевая и последняя прибавка. Дальше переходим на третью спицу. Здесь провязываем 9 петель лицевыми. Далее продолжаем вывязывать 3 ряда белой пряжи лицевыми по кругу. После переходим на серую пряжу и вяжем полоску из серой пряжи без прибавок и убавок. 4 ряда. Итак, я довязала серую полоску, перехожу на белую пряжу и провязываем петли с первой спицы белой пряжи лицевыми. У нас тут их 9 петель. Провязываем лицевыми. Дальше переходим на вторую спицу, и я сейчас буду переходить на 4 спицы, потому что здесь петель уже будет сейчас много у нас, мы будем делать прибавки. Прибавки делать будем: одну провязывать лицевой, дальше прибавка, вторая лицевая, прибавка, третья лицевая, прибавка, четвертая прибавка, пятая прибавка, шестая прибавка, седьмая прибавка, восьмая прибавка, девятая прибавка. Далее я беру еще одну спицу и также продолжаем: лицевая прибавка, лицевая прибавка. Так до конца этой спицы. Последняя лицевая и прибавка. Все, перешла я на 4 спицы, то есть на второй, на третий мы сделали прибавку.
На четвертую переходим, здесь 9 петель провязываем лицевыми. И далее вяжем по кругу еще 3 ряда белой пряжи. Теперь продолжаем вывязывать наши полоски по кругу уже без прибавок. Нужно связать 6 полосок, чередуя между собой серый и белый, то есть получается 3 серых и 3 белых. Итак, я провязала еще 6 полосок, закончила белый, перехожу на серую, и в этом ряду будем делать убавки. И вообще в каждом лицевом ряду теперь будем делать убавки следующим образом. Петли первой спицы мы провязываем просто лицевыми, их у нас 9. Так и осталось. Так, провязали. Переходим на вторую спицу, и в начале второй спицы в каждом ряду нужно будет убавлять по одной петле, провязывая 2 вместе лицевой. Вот мы убавили. Дальше продолжаем вязать лицевыми все петли второй спицы. Все, провязали. Переходим на третью спицу. На третьей спице мы провязываем петли лицевыми, не доходя 2 последних. В конце будем делать убавку. Итак, вот у меня осталось в конце 2 петли, провязываем 2 вместе лицевой. Сделали убавку. Переходим на четвертую спицу, и на четвертой спице провязываем 9 петель лицевыми. Таким образом продолжаем убавлять в каждом ряду, вывязывая еще 3 полосы, 2 серых и 1 белую, и убавлять в начале второй спицы и в конце третьей спицы. Итак, я провязала 3 полоски с убавками. На спицах у меня 30 петель. Дальше продолжаем вязать белой пряжей 4 ряда просто лицевыми. Далее переходим на серую пряжу, и в этом ряду будем делать убавки, провязывая 1 лицевая, дальше 2 вместе лицевой, и чередуем лицевая, 2 вместе лицевой, лицевая, 2 вместе лицевой. И так до конца ряда. После отрезаем пряжу, оставляя вот, примерно сантиметров 10, и переснимаем оставшиеся петли на эту пряжу. Протягиваю через петлю, петлю снимаем. Провязывая как лицевая, вытягиваем и снимаем. И так со всеми петлями проделываем до самого конца. Итак, все петли пересняты. Теперь мы их утягиваем и делаем узелок. Можно для фиксации еще один сделать. Все, эту ниточку убираем вовнутрь, там отрезаем. Вот такое туловище у нас получилось. Теперь его нужно наполнить наполнителем. Вяжем верхние лапки. Берем белую пушистую пряжу и на 4 спицы набираем 16 петель. По 4 петли на каждую спицу. Далее замыкаем вязание в круг и вяжем по кругу лицевыми. Провязываем белую полоску, которая состоит из 4 рядов. И вот в длину нам нужно связать 3 белых полоски и 3 серых, и чередуем между собой. Вот. Далее мы с вами встретимся и в других рядах уже будем делать прибавки. А пока провязываем 6 полосок. 3 белых, 3 серых. Итак, я провязала 6 полосок. Вот так должно получиться. Закончила серой полоской. Переходим на белую пряжу. И в первом ряду белой пряжи будем делать прибавки по одной петле на каждую спицу. Провязываем сначала 2 лицевые. 1, 2. И после второй делаем прибавку. Снова провязываем 2 лицевые. 1, 2.
Переходим на вторую спицу. И здесь также делаем прибавку. Провязываем 2 лицевые. Раз, два. В середине прибавка. 2 лицевые. Раз, два. Дальше на третью. 2 лицевые. Прибавляем. 2 лицевые. И на последнюю, на четвертую переходим. Провязываем 2 лицевые, прибавка. И последние 2 лицевые. Дальше провязываем 3 ряда лицевыми белой пряжей. После белой полоски нужно связать еще одну серую полоску из 4 рядов. Дальше будем уже присоединять другую пряжу. Серая полоска у меня связана. В итоге получается у нас 4 серых полосы и 4 белых. Дальше мы присоединяем пряжу софти, отрезаем серую и белую. И первый ряд провязываем ей просто лицевыми по кругу. Далее во втором ряду мы сделаем по одной прибавке в начале каждой спицы. То есть мы делаем вот такую вот петельку, прибавили. Дальше провязываем 5 петель с одной спицы. Переходим на вторую. И также в начале прибавляем. И провязываем 5 петель с другой спицы. Переходим далее на третью. Еще одна прибавка в начале и 5 лицевых провязываем. Переходим на четвертую и последнюю четвертую прибавку делаем. И также далее провязываем 5 лицевых. Все, провязали. В итоге у нас общее количество петель теперь 24. Далее продолжаем вязать по кругу без прибавок лицевыми. Нужно связать еще 11 рядов. После того, как вы свяжете 11 рядов, все петли нужно будет закрыть любым способом, каким вам удобно. Я провязываю одну лицевую, вторую лицевую и протягиваю через первую. Дальше снова провязываю лицевую и протягиваю через петлю на правой спице. И так со всеми петлями до конца. Далее с изнанки по этой стороне сшиваем. После того, как вы сошьете и вывернете на лицевую сторону, в эту часть нужно будет добавить наполнители примерно вот до сюда. То есть вот в эту часть нужно будет добавить наполнителя. Здесь наполнитель не нужен. То есть тут лапка должна быть плоская. Потом взять иголку с ниткой с белой, присоединить к белой части. И дальше мы будем с вами формировать вот лапки, как вот на этой. То есть с помощью нитки мы сейчас сделаем большие стежки, и получится у нас вот такая лапка. Итак, нитку я уже присоединила. Присоединяем нитку чуть-чуть подальше от центра и делаем вот такой стежок. Вставляем иголку сюда и выводим в начало. И таких стежков нужно несколько сделать. При этом подтягиваем. Вот. Теперь иголку выводим вот сюда. Тоже чуть-чуть подальше от центра. И делаем второй такой стежок. Вытягиваем. Еще раз. И еще раз. Вот такая должна получиться лапка. Дальше мы ниточку фиксируем узелком.
Все, и потом ее обрезаем. Вот такая лапка должна получиться. Вторая вяжется аналогично. Далее нужно связать нижние лапки. Нижние лапы вяжутся точно так же, как и верхние, только на одну серую полоску мы вяжем длиннее. То есть сначала идет у нас не белая, а серая полоска, а дальше вяжем так, как вязали верхнюю лапку. И в конце, когда вы сделаете вот такие стежки, разделяя лапку, нам нужно будет сделать вот такой загиб. И при помощи иголки с ниткой вот такой стежок сделать. С одной стороны туда-обратно. Потом перейти на середину, в середине закрепить. Туда, обратно. И переходим на другой край. И также здесь делаем вот такой стежок. Туда и обратно. Чтобы вот такая лапка у нас вышла. Все, здесь делаем узелок и закрепляем нашу ниточку. Все, ее потом отрезаем. То есть вот такая будет верхняя лапка, вот такая нижняя. Вторая делается точно так же. Вяжем хвост. На 3 спицы нужно набрать 9 петель, по 3 петли на каждую спицу. Замкнуть вязание в круг и вязать по кругу лицевыми наши полосы, то есть чередуя серую и белую. В длину я буду вязать 15 сантиметров хвостик. Такой вышел хвостик у меня. Я связала 13 полосок, заканчиваю серой и отрезала нить. Оставшиеся петли переснимаю на эту нить. И потом в конце петли стягиваем. Итак, я пересняла. И теперь делаем узелок в конце. Все, ниточку можно при помощи крючка убрать вовнутрь. Хвостик наполнять наполнителем не нужно, то есть он достаточно плотный, его так и оставляем. Все детали для кота у нас связаны, осталось их соединить в единую игрушку. Для этого берем туловище, смотрим, где у нас были убавки. С двух сторон это значит передняя часть. И прикладываем нашу голову к туловищу вот таким вот образом. Потом фиксируем при помощи спиц. Можно 2 поставить, можно 3, так, чтобы голова у вас не шевелилась. И дальше берем иголку с ниткой и по кругу стежками пришиваем голову к туловищу. После того, как пришьете голову, нужно будет присоединить верхние лапки вот сюда сбоку и также здесь зафиксировать. И также потом пришиваем к низу туловища наши лапки. С одной стороны примерно в этом месте пришиваем и с другой стороны. Тоже фиксируем только верхней частью, так лапки должны вот шевелиться. И соответственно сзади мы пришиваем хвост посерединке. Вот такой забавный кот у меня получился. Я надеюсь, он вам тоже очень понравился и вы с удовольствием его свяжете. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в новых видео. Всем пока-пока!